Беловежская пуща – это уникальный природный памятник, самый большой в Европе массив древнего реликтового леса, который удалось спасти от вырубки только потому, что он служил охотничьими угодьями польских, а затем и российских монархов. Пуща разделена границей. На западе это Беловежский национальный парк, на востоке это Белорусский национальный парк Беловежская пуща. Она является единственным трансграничным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее площадь более 140 тысяч гектар. Средний возраст произрастающих здесь деревьев превышает 80 лет. Это дубы, ясени, ели, сосны, среди которых обитают десятки видов зверей, включая самую крупную в мире популяцию зубра, ставшего символом Беларуси. В последние годы за будущее Беловежской пущи развернулась большая борьба, потому что ей угрожает неолиберальная политика власти, связанной с бизнесом. Польские экологические организации обвинили правительство в массовых вырубках заповедного леса, которые проводятся под благовидным предлогом борьбы с вредителем-короедом. Министерство окружающей среды Польши решило увеличить лимит вырубки заповедного леса сразу в 5 раз, до 318 тысяч кубометров. В ответ экологи подали жалобу в Европейскую комиссию, отмечая, что порубка леса производится с чисто коммерческой целью и приносит огромную прибыль. А в расположенной рядом белорусской части пущи никто не уничтожает зараженные жучком деревья. Польское правительство приняло этот вызов, демонстративно уволив директора Национального парка Беловежья и более 30 ученых, входивших в Совет охраны природы. А затем санкционировала кампанию травли экологических диссидентов, представляя борцов за спасение заповедного леса в качестве вражеской агентуры. Министерство окружающей среды совместно с евродепутатами от правящей партии «Право и справедливость» организовало в здании Европарламента выставку, которая продвигает в массы версию правительства о спасении леса через вырубки. Пока он не сгнил на наших глазах, правительство создало новый научный совет лесничеств, набранный из лояльных специалистов. Его председатель, профессор Януш Сова, говорил: «Есть только один метод управления лесами – топор». Другой член Совета Николай Яновский на том же заседании назвал экологов паразитами и предложил сослать их на 10 лет в ГУЛАГ к Путину. Экологи отмечают, что риторика по отношению к ним стала агрессивнее. Их называют экотеррористами, предателями, купленными русскими, немцами, либо евреями. Все это напоминает хорошо забытую, но очень поучительную историю времен межвоенной Польши, в которую входили территории Западной Украины и Белоруссии. В 1924 году британская компания The Century European Timber Corporation, больше известная под расхожим народным названием «Центура», заключила с польским правительством десятилетнюю концессию на заготовку 17 миллионов кубометров древесины, что составляло половину всех лесных угодий Речи Посполитой. Европейские бизнесмены без труда подкупали местных политиков и бесцеремонно вынуждали Варшаву расплачиваться за военную и финансовую поддержку во время недавно завершившейся польско-советской войны. Британцы задешево нанимали на работу бедных крестьян и бывших солдат из добровольческих банд формирований белогвардейского генерала Булак-Булаховича, которые превратились в частную армию Центуры. Корпорация вырубала лес от Литвы до Волыни, однако основная часть заготовок проводилась именно в Беловежской пуще. К ней подвели узкоколейную ветку железной дороги и приступили к хищнической вырубке леса, в первую очередь сводя под корень ценные породы деревьев. Только в одном 1925 году британские бизнесмены вывезли из Польши свыше 800 тысяч кубометров древесины. Принято считать, что палубы и обшивка построенных в те годы британских судов в большинстве случаев производилась из польского, белорусского, литовского и украинского леса. При этом Центура платила лесорубам мизерные зарплаты, что привело к ожесточенной забастовочной борьбе.
Правительство Польши каждый раз обвиняло в организации этих стачек агентуру большевиков. Коммунистическая партия Западной Беларуси действительно участвовала в организации сопротивления западной компании и ее наемникам-белогвардейцам, получая международную поддержку по линии коммунистического интернационала. Участники забастовок блокировали железные дороги, а лесорубы отказывались выходить на работу и вступали в стычки с полицией и бандитами. Это дало свои результаты. В 1929 году под давлением общественного мнения польская сторона расторгла кабальный контракт с британской корпорацией и уплатила ей неустойку в 375 тысяч фунтов стерлингов. А уничтоженные леса впоследствии с огромным трудом восстанавливали в послевоенные годы. Нынешний Беловежский скандал свидетельствует о том, какую острую потребность в лесе испытывает сейчас европейская экономика. Не случайно Евросоюз самым беззастенчивым образом требовал от соседней Украины отмены моратория на экспорт украинского леса, угрожая отказать Киеву в уже согласованных кредитах. Деревообрабатывающим предприятиям европейских стран выгодно покупать украинский лес по заниженным ценам, при этом сохранять собственные лесные угодья, вырубка которых предусматривает дорогостоящую рекультивацию и грозит конфронтацией с экологическими организациями, как это произошло сейчас в Польше. Европейские партнеры уже не стесняются. Украинские машины, механизмы, металлы их не интересуют. На них не снижают квоты, нет программ поддержки и интеграции. Зато сырье, металлолом, продукция АПК с нулевым уровнем обработки вполне востребована. Теперь, когда Украина сдала практически все позиции и загнана в угол, самое время поднять вопросы, нерешаемые ранее. Хотите кредит на закупку газа? Хотите очередной транш макроэкономической помощи? Отмените мораторий на экспорт леса. Так прокомментировал эту политику шантажа бывший первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов. Масштабный вывоз леса привел к тому, что деревообрабатывающие фабрики Украины парадоксальным образом страдают от нехватки сырья, простаивая или закрываясь, несмотря на то, что склоны украинских Карпат лысеют буквально на глазах. А произведенная из украинского дерева продукция импортируется на украинские рынки, где растет экспансия иностранных производителей мебели. Почему страны Евросоюза не хотят вырубать свои леса? Словакия и Румыния берегут Татры и Карпаты, а Австрия и Италия – Альпы. Они нацелены на украинский лес, скупают за копейки, производят из него продукцию, а затем продают ее, в том числе и нам, втридорога. Если Евросоюз ставит условия представления Украине помощи в обмен на снятие моратория на экспорт древесины, тем самым он демонстрирует, что видит в нашей стране сырьевой придаток. Безрадостно констатирует Геннадий Москаль, бывший губернатор Закарпатья, где за последние годы с пугающей быстротой исчезли целые лесные массивы. Аналогичная судьба ждет и леса Беларуси, если к власти придет неолиберальное правительство с политической ориентацией на Варшаву.